Друзья, всем привет! Остался у меня вот такой диск от торцовки. Он сильно затупился, особенно после резки ламината. Собирался выкинуть, но решил оставить, вдруг для чего пригодится. И первое, что решил проверить, это поставить его на бензотриммер. Посмотрим, как он справится с пилением. Диаметр отверстий может отличаться. У меня на диске отверстие больше, чем посадочное на косе. Можно поискать подкладочные шайбы и установить через них, но я уже их давно потерял. Да и ради эксперимента можно выставить диск вручную и притянуть посильнее. Проблем нет. Сделал это с первого раза. Далее иду пробовать, как коса справляется с пилением. Попробовал на доске. Как видим, коса справляется хорошо, но из-за тупого диска дерево начинает дымить. Попробовал на мелких деревьях, результат тоже приемлемый. Но идеальный вариант использования косы с таким отслужившим свое основное предназначение диском – это покос травы, в которой могут попадаться всякие веточки и кустарники, которые не возьмет леска. Так что вариант рабочий. А если поставить хороший диск, то можно спокойно пилить и мелкие деревья. Кстати, есть такие специальные для косы, стоят также, но продаются не везде. Да и можно не покупать, если есть вот такой бэушный. Хочу проверить другой лайфхак. Для этого черчу на диске линию от края к центру и пилю болгаркой по этой линии. Далее диск необходимо выгнуть так, чтобы получилась спираль. Для этого его немного прогреваю горелкой и вставляю кусок доски, чтобы диск не возвращался на место. Далее беру вот такой кусок профильной трубы 20 на 20 и привариваю его по центру диска с помощью магнита, так чтобы концы трубы торчали с обеих сторон диска. Доску можно снять, спираль зафиксирована. Теперь беру шпильку подходящего диаметра и вставляю ее в трубу в диске, так чтобы с одной стороны шпилька выходила из трубы. И обвариваем все это дело. Теперь торчащий маленький край шпильки стачиваем с 4 сторон. Кромку диска затачиваем. А с длинной стороны снимаем резьбу со шпильки. Готово, идем тестировать самоделку. Это будет самодельный бур, в который я устанавливаю шуруповерт. Как видим, процесс потихоньку идет, но я этот процесс вынужден прекратить, так как диаметр отверстия получается слишком большой, около 200 мм, и даже моему мощному шуруповерту тяжко, и мне его жалко. Но пару отверстий, конечно, сделать можно. Для таких целей, конечно, лучше взять мотобур. У меня вот такой от компании Huter, модель GGD62. Мощность у него 2,4 кВт, и на него можно устанавливать шнек до 300 мм. Поэтому спокойно ставим 200 шнек и приступаем к бурению. Как видим, результат тот, который и должен быть. Особенно актуален мотобур, если предстоит сделать много отверстий, например, для забора или под сваи. В наличии есть у меня и 100 мм шнек, но тут у меня есть идея попробовать использовать вот такой алмазный диск от УШМ в качестве бура, изготовив его по принципу как с пильным диском. Шуруповерту будет гораздо проще и сделать несколько отверстий уже будет легко. Проверяем, как видим, отверстие идет сильно проще. Могу сделать вывод, что этот бур для шуруповерта более годный, чем из пильного диска, и хорошо подойдет для бурения нескольких отверстий. Но, естественно, не заменит обычный ручной бур или тем более мотобур. Но не всегда такие есть под рукой, так что можно при необходимости изготовить и самостоятельно.
Друзья, вот такое сегодня простое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. И если это так, то ставьте лайк. А в комментах напишите, при помощи какого самодельного устройства своими руками можно еще сделать отверстие в грунте. Также не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик и не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч!